Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. І перш ніж ми почнемо, пам'ятайте про те, що ваші лайки, ваші перепости та коментарі – це дуже важливо. Как мы все и надеялись, этой ночью Виа-Хаймарсики продолжили свое турне по оккупированным территориям. На этот раз концерт состоялся в Луганске. По данным террориста Гиркина, выступление состоялось на складе ракет.У. Напомню, что ранее группа отметилась грандиозным салютом в Новой Каховке. При этом мамкины траблшутеры из Российской Федерации так запутались в показаниях, что традиционно вышли сами на себя. Во-первых, они вывели новую породу селитры, которая не просто взрывается, а детонирует многочисленными осколками. До этого они умудрились арестовать наводчика, который слил в ЗСУ координаты Каховской ГЭС. При том, что все знают координаты ГЭС и вообще расположение всего в Каховке, потому что это Украина, и для этого не нужны какие-то наводчики. Сразу после детонации селитры российские военные заявили, что в результате ракетного удара разрушены сотни домов, хотя такие разрушения были бы видны даже из космоса. И для такого уровня разрушений нужна массированная бомбардировка и, возможно, тактическими ядерными зарядами. Но самая трогательная история – удар американским оружием по складу мирной селитры в Новой Каховке – это преступление. Там даже погиб подросток-инвалид, дежуривший у склада гуманитарной помощи. Так заявил местный Заратустра, глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев. Что подросток с особыми потребностями делал ночью возле склада с гуманитаркой, абсолютно непонятно. Занял очередь с вечера. Почему он был без сопровождения взрослых? И что это за путаница со складами? То селитра, то гуманитарная помощь, то все одновременно, то склад.У. А был ли мальчик вообще? Ну а если был, мои соболезнования родным и близким. И я еще раз напоминаю, держитесь подальше от любых складов и нефтебаз. Особенно ночью, когда силы ЗСУ властвуют на этих территориях безраздельно. Разгром складов – это, конечно же, грандиозный успех ЗСУ. В ближайшее время мы можем стать свидетелями заката стратегии огненного вала россиян. Им просто не хватит снарядов и ракет. Да, они попробуют рассредоточить склады. Да, у них еще много боеприпасов, но мы все были свидетелями логистической беспомощности российской армии в первой неделе войны, и она никуда не делась, а количество грузовиков и бензовозов с тех пор сильно сократилось. Вторая лучшая новость этой войны, которую российским войскам еще предстоит переосмыслить, сегодня ночью ЗСУ нанесли массированный удар по ПВО, которое прикрывало Луганск. Скорее всего, это были все те же хаймарсики. Это событие трудно переоценить. Оно означает, что российская воздушная оборона бессильна против дальнобойных американских систем залпового огня. И речь идет не только о российском ПВО С-300, но и про С-400, которое по заверениям российского ВПК обязано сбивать такие типы ракет. Если мы сможем уничтожать ПВО противника, даже с тем ограниченным количеством авиации, которое есть у нас, ЗСУ получит гигантское преимущество. Кроме этого, продолжается систематическое уничтожение командных пунктов противника, и армия оккупантов все чаще остается без старших командиров. В этом перехвате речь идет о Херсонском направлении, но больше всего мне понравился толковый младший командный состав, который складировал боеприпасы в шахматку. Больше тут, блядь. Ну, я думаю, ты уже слышал то, что вчера в этом Ростове случилось, ну, в Херсоне. Нет. Не говорили? А что там был? Ну, знаешь, ну, типа, не по телефону. Попали, короче, в самое главное командование. Не попали. Нам? Ну, да, там 12 двухсотых. Не к нам, типа, самое, которое крутое командование. У нас на направлении Ну, есть? я понял. Туда. Наше, короче, да? Ну, типа, да. Я говорил, так не копают, это хуйня полная. Они, понял, сделали в шахматном порядке ямки, и между ними посередине хуйню. Я говорю, как только в середину, говорю, хотя бы в один, говорю, вот этот окопчик попадет, говорю, и идет все. Они говорят, они в шахматном порядке, говорят, соседние не снарядятся. Я говорю, вы ебаные, как только бэбрики начнут разлетаться, говорю, нам все здесь загорится. Я говорю, нужно отдельные ямы, отдельные ямы. Я говорю, не должна быть, типа, связи между друг другом. Блять, говорит, вот ты не умничай. Я говорю, ну ладно. Приезжаю, когда вся эта хуйня, я говорю, ну чё? Они такие, а ты откуда знал? Я говорю, ебаный, блядь. Я бы в следующий раз на месте российских солдат попробовал бы копать ямки в форме пятиконечной звезды или просто выкопал бы буквы «Россия». Хочется уже в этих салютах какой-то эстетики.
И кстати, по данным проекта Russian Officers Killed in Ukraine, 878 российских офицеров уже убито в Украине с начала войны. Это данные на сегодня, и эта цифра реально впечатляет. А теперь немного интересных новостей из Рокостана. Начнем с новостей спорта. В Пермском крае провели мега-турнир метателей навоза «Веселый коровяк». Я не брезгую, у меня вообще это все почти родное. Так что все хорошо, ничего такого. Пахнет изумительно. Мы их не заготавливаем, мы их собираем ранней весной. Остатки после прошлогодних пастбищах. Остатки животного происхождения. Не спешите критиковать. Олимпиады и другие соревнования России не светят. Бюджетов на сложные виды спорта уже нет. Все пошло на взятие Северодонецка и Лисичанска, а впереди еще Славянск и Краматорск. Пока осилят, если осилят, даже коровьи лепешки могут стать непозволительной роскошью. Но выбор есть. Присоединяйтесь к спецоперации. Уважаемые жители города Конаково Конаковского района, в настоящее время на территории Донбасса проходит специальная военная операция согласно распоряжению нашего президента Российской Федерации. В ней участвуют граждане Российской Федерации, значит, в том числе и наши земляки. Я обращаюсь к вам, как военный комиссар, для того, чтобы вы приняли участие в данной специальной военной операции. В данную военную специальную операцию набираются граждане, прошедшие службу по призыву в возрасте до 50 лет, с заключением контракта от 3 месяцев. Значит, необходимо иметь хорошее здоровье, желание, денежное довольствие, которое начисляется за специальную военную операцию, составляет от 200 до 400 тысяч. Если у вас есть желание, обращайтесь в военный комиссариат города Конаково и Конаковского района по адресу город Конаково, улица Свободы, 132. Я считаю, что это очень вдохновляющее видео, но оно рекламирует не преимущество участия в спецоперации, а скорее своевременный и строгий прием препаратов для нормализации давления и сердечного ритма. Дедушку откровенно жаль. Слава богу, что не помер прямо в кадре. Но думаю, что он был счастлив, записывая этот ролик. Особенно если мы сравним, как выглядел военком с украинской фамилией Неговора до начала войны и спустя 4 месяца. Вот что делает спецоперация животворящая. Но в целом очевидно, что к военкому пришла только старость. С мудростью ничего не вышло. А еще вчера Владимир Путин подписал указ, согласно которому все граждане Украины имеют право получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Это прям отличная новость. После освобождения Донбасса и юга Украины у ватников не будет проблем с переездом в Россию. Путин мог это сделать и без войны, а мы бы организовали гуманитарный коридор и транспорт. Я бы на месте любителей русского мира переезжал бы сейчас. Но если хотят посмотреть салюты в исполнении хаймарсиков и рок-группы «Три топора», кто я такой, чтобы запрещать? Но самая искрометная новость поступила из обители агрофюрера Сарумана, который занят выведением своей собственной породы орков на базе ДНК крахмала и трифидов. Так вот, крахмалопитек наконец определился с направлением удара. Более того, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется, через Украину и через Беларусь. Видимо, новоявленные крестоносцы из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного броска на восток, забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников. С западными странами на земле и в воздухе активно ведется разведка, осваивается военная логистика, проводятся учения, перебрасываются техника и запасы из других регионов, параллельно увеличиваются военные бюджеты. Особый ржач вызывает тезис про крестовый поход Запада. Лукашенко, видимо, искренне считает, что Иерусалим — это Москва, а гроб Господень — мавзолей с Лениным. Иначе объяснить этот бред про крестоносцев просто невозможно. В это же время российских тамплиеров в Крыму начинают метелить местное население, которое уже просто угорело от защитников гроба кремлевского.
районе набережной. На нем была гражданская одежда, не бросающая в глаза. Из бросающихся в глаза прогрессивной молодежи были только литеры Z на одежде. Именно это и не понравилось 3 местным юношам, которые предположительно были из крымских татар. Они напали на раненого и жестоко избили его, когда на улице стало меньше людей. Юноши преследовали военного до 2-го КПП санатория. Он получил тяжелые травмы. Перед нападением во время избиения агрессоры оскорбляли военного и выкрикивали украинские националистические лозунги. В этом видео прекрасно все. Начиная с прогрессивной молодежи и заканчивая раненым героем, который оказался солдатом-срочником в гражданской одежде со знаком Z на футболке. Только этого уже было достаточно, чтобы местные гнали его пендалями до самой воєнної часті. Ну а зараз в мене невеличка рекламна пауза, яка буде дуже корисною як для вас, так і для ЗСУ. І також, звичайно, вона важлива для автовласників, які перебувають за кордоном або планують перетинати його на авто. За допомогою сервісу онлайн-страхування Hotline Finance ви можете оформити поліс зеленої картки повністю в онлайн режимі. Тобто після оплати на сайті ви відразу отримаєте готовий поліс на емейл без будь-яких очікувань 24/7. Нагадаю, що зелена картка – це страховка авто, яка обов'язкова для перетину кордону та для пересування у Європі. У разі ДТП вам не доведеться сплачувати власні кошти за пошкодження чужого авто. Навіть якщо ви вже на кордоні, не проблема. Зайшли на сайт, ввели дані, оплатили карткою і поліс вже на вашому імейл. 5 хвилин і готово. Роздруковувати нічого не треба. Прикордонники та поліція щитують інформацію по QR-коду, який є на самому полісі. Ну і звичайно бонус від мене. Додайте промокод TUHP10 та отримайте знижку у 10% на зелену картку. Посилання та промокод залишаю в описі под видео. А теперь переходим к украинскому новостному блоку. Хочу поздравить всех украинцев с первым полноценным политическим скандалом с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Для нации, которая не может прожить и дня без Рады, мы и так совершили невозможное. 5 месяцев политического целибата окончился небывалым извержением давно сдерживаемых эмоций. Держись, Камасутра, вернее Конституция. Не знаю, чем закончится вся эта история, но на данный момент Виктория Спарц и Андрей Ермак уже сократили традиционный украинский партизанский отряд с предателем всего до 2 человек. Коротко для наших зрителей из-за границы. Украинские президенты имеют скверную привычку окружать себя негодяями или просто некомпетентными людьми. С особым успехом у них получается назначать глав своей администрации, даже если она называется офис президента. Еще раз напомню, что за 30 лет мы увидели славную плеяду бесславных ублюдков, начиная с Медведчука, Табачника и Литвина, заканчивая Богданом и Ермаком. Разумеется, я также далек от мысли, что сами президенты ангелы. Вчера многие из нас увидели интервью конгрессвумен Виктории Спарц, которая не просто подозревает главу офиса президента Ермака в том, что он работает на ФСБ, она очень опасается, что американское оружие исчезает в Украине. Вслед за интервью Виктории влиятельное американское издание Financial Times опубликовало статью с кликбейтным заголовком «НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия Украиной». Статья очень интересная, особенно если мы ознакомимся с источниками и тезисами и в принципе почитаем эту статью. Внутри НАТО и ЕС уже не бьют тревогу, а обеспокоены. Первый анонимный источник, знакомый с ситуацией, вообще утверждает, что правительство Украины создает более обширную систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран. Второй анонимный источник, западный чиновник, утверждает, все это оружие приземляется на юге Польши, доставляется к границе, а затем просто распределяется по транспортным средствам для пересечения. Грузовики, фургоны, иногда частные автомобили. И с этого момента мы ничего не знаем об их местонахождении и понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране. Возможно, он хочет, чтобы все было с маячками или военные должны публиковать фото в Инстаграме с геолокацией. Этот вопрос нужно уточнить, как вот этот чиновник представляет себе, мы должны прозрачно перемещать вооружение с запада Украины на восток, и так, чтобы русские все это не уничтожили. Первый человек с именем появляется где-то в середине статьи. Это Юрий Сак, советник министра обороны Украины. Он сказал, любое перемещение вооружений, как в Украину, так и из Украины, когда такое перемещение требуется для ремонта, в случае необходимости,
очень внимательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и нашими международными партнерами. Затем авторы цитируют Бонни Деннис Дженкинс, заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. По ее словам, возможность того, что американское оружие может попасть в чужие руки, является среди множества соображений, но США постоянно контактируют по этому вопросу с Киевом. Но для того, чтобы понять уровень экспертности авторов статьи и европейских правоохранителей, я цитирую абзац из брифинга Европола, который приводит издание. Изначально украинские официальные лица вели реестры огнестрельного оружия, выданного гражданским лицам, но по мере развития войны от этой практики отказались, и с тех пор огнестрельное оружие раздается без учета. Кстати, один из авторов статьи — корреспондент Роман Алиарчук. Похоже, он гражданин Украины. Роман, а может давайте встретимся и вместе получим в МВД или в Министерстве обороны немного оружия? Просто приедем, получим без регистрации, сменят транспорт и съемочная группа. Все деньги, вырученные от продажи этого оружия сирийцам, мы потратим на поддержку издания Financial Times. Разумеется, большинство украинцев не будет читать статью и никогда не узнает, что у авторов нет никаких доказательств контрабанды оружия. А в случае раздачи оружия Европол вообще не владеет актуальной информацией, потому что раздача оружия без какого-либо учета была в первые дни войны, а сейчас государство активно работает над тем, чтобы навести порядок в этом вопросе. К тому же речь шла про обыкновенное стрелковое оружие, калашматы, которыми наводнены все черные рынки планеты. Журналисты правы лишь в одном. В любой стране, где идет война, всегда находятся люди, которые попробуют торговать оружием. Но ведь американцы беспокоятся про новые образцы, они волнуются про электронику, дроны и тяжелое вооружение. Я слабо себе представляю людей и схему, при которой кто-то из генералов или офицеров среднего звена, которые сегодня хотели бы или имеют возможность торговать столь ценным и необходимым для победы оружием. Тем не менее, уже вчера я видел несколько постов, где опубликован этот заголовок и комментарий о том, что власти разворовывают оружие и США уже об этом знают. А сейчас месседж для зрителей из виртуальных танковых войск, у которых вместо черепной коробки бронированная башня, и туда не доходят радиосигналы. Любая власть по своей сути аморальна. Все, что мы можем противопоставить преступникам во власти, это выборы и качественную работу правоохранительных органов. По сути, наша работа как граждан страны — систематическая замена воды в аквариуме. Она не должна быть очень мутной, но и не может быть кристально чистой. Если сравнивать аквариум времен Кучмы и даже времен Януковича, прогресс очевиден, но недостаточен. Тем не менее, сменяемость власти и неотвратимость наказания – единственный эффективный метод. Все остальное заканчивается диктатурой и тоталитаризмом. В кейсе Ермака в прошлом выпуске я постарался сделать прогноз, на что может повлиять открытое письмо конгрессвумен Виктории Спарц и ее обвинение в адрес главы Офиса Президента. Я опирался на логику и юридические аспекты, а многие зрители в это же время остались в плоскости эмоциональных оценок: нравится, не нравится или плохой, хороший. Проблема таких оценок заключается в том, что они годятся на выборах, но никчемны в прокуратуре и в суде. При этом я четко выделил пункт, по которому Ермаку просто нечем крыть. Его связь с Татаровым очевидна, и затягивание назначения главы САП тоже очевидно. Но это всего лишь политическая ответственность. И, кстати, не Ермака, а Зеленского. Ермак чиновник, его не выбирали, его назначили. Еще одна вопиющая ошибка сограждан заключается в том, что они в принципе не знают, как построена система государственного управления в Украине. Напоминаю, у нас парламентско-президентская республика. Это означает, что фактически главными в стране являются Верховная Рада, спикер парламента, премьер и только потом президент. Глава офиса президента — это завхоз, и у него нет никаких властных полномочий. Я не зря вспоминал Медведчука, Табачника и Литвина. Дело не в фамилиях, а в том, что нарушен баланс ветвей власти. И страной правят в ручном режиме люди, которым мы эту власть не делегировали. Необходимо разрушить систему, которая порождает таких руководителей. Ермак не стоит и одного патрона из Ленд-Лиза, но сегодня он серый кардинал времен Зеленского и очень влиятельная фигура на политическом Олимпе. Тем тяжелее будет доказать его причастность к чему-либо. Он не ставит подписи на документах. Он разговаривает и звонит тем, кто ставит. Зная, кто возглавляет СБУ, МВД и прокуратуру, я с трудом представляю хоть какую-то перспективу открытия уголовных дел против Ермака. Повторюсь,
У нас ужасающий дисбаланс всех ветвей власти, и его навряд ли можно исправить здесь и сейчас. И, кстати, совсем не факт, что Ермака можно подвинуть путем давления со стороны гражданского общества. В стране введено военное положение. Все города и населенные пункты Украины находятся под угрозой ракетных ударов со стороны России. И эти ракетные удары происходят каждый день. Я слабо себе представляю массовые акции протеста под администрацией президента или акции массового неповиновения и забастовки. Перевыборы в условиях военного положения, когда аннексировано 20% территории страны, а такие крупные города, как Харьков, расстреливаются из РСЗО, тоже маловероятны. Как я понял, в период военного положения навряд ли можно вообще назначить перевыборы, хотя Майдан возможен при любой погоде. Сейчас кто-то может подумать, что в этот раз я пытаюсь объяснить, почему мы никогда не победим Ермака. Это не так. У меня просто есть четкое понимание, что сначала нам придется победить в войне, подписать мирный договор и только потом в 2024 году идти на выборы и давать политическую оценку правлению Зеленского времен всемогущего Ермака. Если победим в этом году, можем пойти на выборы пораньше. Но у меня нет ответа, как мы можем давить на власть в данных условиях, здесь и сейчас. Ну, конечно, мы можем писать посты на Фейсбуке и в других социальных сетях, но не факт, что это сработает. Для романтиков и любителей простых решений выход тоже есть. Завтра Джо Байден пишет открытое письмо Виктории Спарц, где публикует неоспоримые факты работы Ермака на ФСБ. После этого Виктория получает золотую пайдзу и вылетает с доказательствами в Украину. На границе с Польшей ее ждут глава СБУ Баканов, генпрокурор Венедиктова и Ермак в наручниках. Все танцуют, Ермак едет в тюрьму, Зеленский подает в отставку, все снова танцуют и едят конфеты. Потом Путин подписывает капитуляцию, потому что без Ермака у него нет никаких шансов на победу. Тут уже все не просто танцуют, но и пьют, но исключительно до начала комендантского часа. Как-то так. И еще. У нас тут на днях возник небольшой карго-культ вокруг конгрессвумен Виктории Спарц. Разумеется, очень приятно, что девушка из Черниговской области выбилась в люди, в США, и теперь рассказывает, как нам жить с точки зрения республиканской партии. Многие чуть ли не бросились целовать руки Виктории за ленд-лиз и поддержку США. Так я бы хотел напомнить нашим согражданам, что США гарантировали нам безопасность в обмен на третий в мире ядерный арсенал. Если бы мы не поверили американцам, британцам и русским, то в 2022 году нам не нужен был бы никакой ленд-лиз. Я буду циничным еще больше. Если бы интересы США и Британии сегодня не совпадали бы с нашими, никакая Виктория Спарц сюда бы даже не приезжала. Максимум вытащила бы родственников в безопасное место. Сегодня США и Британия держат слово. Но если бы они это сделали 8 лет назад, то, возможно, полномасштабное вторжение вообще никогда бы не состоялось. К сожалению, история не имеет сослагательного наклонения. Никаких «если бы», только здесь и сейчас. Сам Ермак в отставку тоже не уйдет. Зеленский будет тонуть с другом Андреем стоя. Если оппозиционные политики решат усилить скандал, трудно даже спрогнозировать, чем все это закончится. Все, что утешает в этой истории, политики могут играть в любые игры, но если американский народ на стороне Украины, то американский политик тоже на стороне Украины. А жители США прекрасно знают who is who в этой войне. Мы на пляже. Моя дочка. Моя дочка. Вот папа. Вот самолет. Все протяжку. Для зрителей, которые совсем недавно смотрят мои сюжеты, небольшая ремарка. Раньше я зарабатывал деньги в автомобильной индустрии, а сейчас наш продакшн выживает за счет доходов от Фейсбука, Ютуба и ваших донатов. Никто из политиков не финансирует ни одного моего проекта. Скорее, мои проекты работают на консолидацию нашего общества и помогают противостоять путинской пропаганде. По крайней мере, я надеюсь. В своих программах я высказываю свое личное мнение. И я, кстати, могу ошибаться и заблуждаться. Но я никогда не буду продвигать никакие идеи и мысли, если их не разделяю.
Это не вопрос денег, это вопрос принципов. Если бы мне нужны были просто деньги, я бы торговал оружием. По мнению Виктории и американских журналистов, это совсем не сложно. А теперь обещанная история про великую битву Комода против Кобры. Коротко о главном. Народный депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая пообещала инициировать исключение однопартийца Николая Тищенко из фракции и политсилы и обратиться по этому поводу к главе фракции. Проблематика. Конфликт между Безуглой и Тищенко возник после вручения Николаю наградного пистолета Стечкина. Награду вручал командир Добробата Архангел Михаил, сам Михаил, он же Миша Майман, он же Моня, он же Микроб. В чем интрига? Все три персонажа претендуют на звание сказочных. Николай Тищенко устраивал вечеринки во время ковидных ограничений, его ресторан «Велюр» тупо работал во время запрета для всех, потом еще была потасовка Николая с депутатом Гео Леросом. По мнению многих украинцев, вручение пистолета депутату, который по некоторым данным всю начальную фазу полномасштабного вторжения провел на Закарпатье, вообще за гранью добра и зла. Марьяна Безугла, депутат «Слуги народа», обвинялась журналистом Юрием Бутусовым в том, что вмешивалась в работу военных во время обороны Северодонецка и требовала от них выполнения политических целей, не имея на то никаких полномочий. На фоне Миши Микроба и Марьяны и Коля это, конечно же, дети в коротких штанишках. О похождениях Миши уже можно снимать сериал на Netflix. Моня прекрасно знаком с криминальными авторитетами города Киева, ветеран АТО, это правда. Участвовал в потасовке с Киевой в центре столицы, это тоже правда. Его дважды задерживала полиция, в первый раз за вождение в нетрезвом виде, это было прекрасное видео в Пассаже, и второй раз он обвинялся в незаконной торговле шинами. 2 июня этого года Служба безопасности Украины задержала Михаила на одном из блокпостов. На данный момент Михаил обвиняется в нападении на военнослужащих Днепропетровской области и в угоне авто. Имел ли Михаил право вручать наградное оружие? Большой вопрос. За что Николай Тищенко получил наградной пистолет? Тоже вопрос. В сети шутят за выход из Мукачевского котла. Для наших зарубежных зрителей Мукачево город в Закарпатье, который находится в 1000 километров от линии фронта. К счастью, этот микробоскандал никак не повлияет на боеспособность нашей армии, а если все трое никогда не попадут на фронт, даже ее усилят. Я продолжу, конечно же, наблюдать за этой битвой титанов, но сразу признаюсь, пока болею за Мишу. У него есть стиль при пошиве формы, вот тут он просто ранний Жан-Клод Ван Дам из французского легиона. И еще я ему очень благодарен за вот ту знаменитую двоечку, которую он прорезал Илье Киве в Пассаже. Миша, ты гордость сети козырной карты. Но есть у меня и хорошие новости. Народные депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов предлагают Верховной Раде признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным государством. Давно пора. Во-первых, это станет топ-новостью для многих мировых агентств. Во-вторых, подарит надежду сотням тысяч чеченцев во всем мире. На этом я бы, кстати, не останавливался и помог бы открыть посольство Ичкерии. А Гончаренко респект. Всю жизнь Алексей не мог понять своей миссии. І от. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що Російську Федерацію буде зруйновано. Слава Україні!